Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И в этом видео я хочу рассказать вам, как я вязала вот такой вот ажурный, воздушный, просто какой-то невероятно дырчатый узор спицами. Смотрите, какой он. С большими-большими ячейками. Отличный узор для летних вещей. Мне этот узор кажется, знаете ли, с эффектом кластерных отверстий. Не все любят такой эффект, некоторые люди от него морщатся. Напишите мне, пожалуйста, создает ли у вас этот узор тот самый эффект кластерных отверстий, если вы за собой наблюдаете боязнь этих самых кластерных отверстий. И давайте начинать. Для узора нужно набрать число петель кратное 4 и 2 кромочных петли. Я вот набрала 14 петель. Смотрите, этот узор относится к семейству узоров, который делается из 3 петель и 1 петли. И если вы хотите вязать какое-то прямое изделие, допустим, палантин, то следуйте просто моему мастер-классу. А если вы хотите вязать плечевое изделие, то я вам расскажу отличия в наборе петель для плечевого изделия от прямого изделия в конце этого видео. Также это отличие подойдет для всех подобных узоров, которые делаются из 3 петель и 1 петли. Это та самая знаменитая сеточка от Кучинелли, ну и некоторые мои узоры, которые есть на моем канале и на которые ссылки я вам оставлю внизу в описании. Итак, набрала я 14 петель и связала резинку 1 на 1. Это будет установочный ряд для узора. И дальше перехожу к первому ряду самого узора. Кромочную снимаю не провязанной. Дальше по рисунку у меня 1 лицевая. Вот из этой 1 петли мне нужно вывязать 3 лицевых петли. Как я это делаю? Вставляю спицу в петлю, делаю 1 лицевую. Вставляю спицу на ряд ниже, делаю 2 лицевую. И вставляю спицу опять в петлю и делаю 3 лицевую. И сбрасываю, да, петлю с левой спицы. И вот получается, что из 1 петли вывязано 3 петли. А дальше я вяжу 3 вместе лицевой так, чтобы центральная, вот она будет у меня центральная, стала ближе всего ко мне. Как я это делаю? Снимаю 2 первых на правую спицу, как лицевые. Следующую петлю просто провязываю лицевой, завожу левую спицу в 2 снятых, вот так, и накидываю эти 2 на провязанную. Вот так. И вот получается 3 вместе, так что центральная становится ближе всего к вам или ко мне. И повторяю это до конца ряда. 1 петля, и из нее я вывязываю 3 лицевых. 1, на ряд ниже, 2 и в эту же 3. И дальше 3 вместе лицевой, так чтобы центральная стала ближе всего ко мне. 2 снимаю, 1 провязываю и накидываю эти 2 на снятую, на провязанную точнее. И повторяю еще раз. 3 лицевых из 1, 1, 2, 3 и 3 вместе лицевой, так чтобы центральная была самой ближней. 2 снимаю, 3 провязываю лицевой и накидываю снятые на провязанную. Ну и последняя кромочная, ее я делаю лицевой. Все, первый ряд, лицевая сторона, на этом закончен. Второй ряд, изнаночная сторона. Здесь все просто. Кромочную снимаю. И дальше все петли просто вяжу изнаночными. Изнаночные я вяжу классикой. 1, 2, 3, 4. Ну и продолжаю так до конца ряда. Все петли, провязанные в предыдущем ряду, вяжутся изнаночными. Насчет бабушкиных, так,
Я думаю, можно и бабушкиными вязать. Единственное, что нужно будет переснимать, наверное, петли, если вы будете вот эту вот лицевую, вот эти 3 вместе лицевой делать, так, чтобы центральная встала самой ближней. Так. Довязала я второй ряд. И теперь третий ряд, опять лицевая сторона, он идентичен первому ряду, но вяжется в шахматном порядке относительно него. Итак, первую снимаю и дальше вяжу сначала 3 вместе лицевой, так, чтобы центральная стала передней. Так, раз, и дальше из одной вывязываю 3 лицевых. Раз, 2, 3. И снова 3 вместе лицевой, так, чтобы центральная стала передней. И из одной 3 лицевых. То есть здесь 2 убавляем, здесь 2 прибавляем, да? Число петель сохраняется. Вот весь основной принцип таких узоров. 3 вместе лицевой. Ну и последняя петля. Это 3 из одной. Ну и кромочная. Кромочную делаю лицевой. Третий ряд готов. И теперь вяжу четвертый ряд. Четвертый ряд. Опять-таки изнаночная сторона. И здесь все то же самое. Все петли просто изнаночные. Давайте я его провяжу по-быстрому. Давайте я бабушкиным повяжу, чтобы вам потом показать. Четыре ряда узора я закончила. Вот они, отверстия, которые образуются. Дальше возвращаемся к первому ряду и повторяю с 1 по 4 ряд на нужную высоту. То есть в ширину раппорт узора 4 петли, в высоту раппорт узора 4 ряда. Ну и теперь давайте, если вы вяжете бабушкиными, да, первую кромочную снимаю, дальше из одной вывязываю 3, да, из верхней вывязываю 1, в нижнюю 2 и в верхнюю 3. Здесь все точно так же. А вот дальше будет группа, которую нужно провязать 3 вместе так, чтобы центральная была ближе всего ко мне. Да? Ее нужно переснять. Первую переснимаю, вторую переснимаю, дальше возвращаю их на левую спицу. Ну и затем делаю, как и в случае с классикой. Да? 2 снимаю как лицевые, третью провязываю и 2 первых накидываю на последнюю. Ну и дальше опять из одной 3. Раз, 2, 3. Все-таки возможно, да, этот узор взять бабушкин, но я рекомендую взять его классикой. Видите, движений намного меньше. Так, давайте теперь расскажу, как вязать его по кругу. По кругу набираете число петель кратное 4 и в четных рядах все петли вяжете не изнаночными, а лицевыми. Здесь все очень просто. А теперь про плечевое изделие. В плечевых изделиях, что вот этим узором, что там сеточкой от Кучинелли, что некоторыми другими моими узорами, которые я предлагала вам в этом году связать, будет одна проблема. Симметрия. Если вы наберете вот кратное 4 число петель, допустим, для своего топа, вы получите в центре горловину и получите, что горловина придется несимметрично, то есть петли будут несимметричны с левой стороны, с правой стороны. А в этом узоре такая еще проблема, что петли будут, убавки будут симметрично сложно делать, поэтому нужна симметрия. Поэтому, если вы хотите вязать плечевое изделие с V-образным, допустим, вырезом, с любым, даже с круглым вырезом, то набираем тогда кратное, число петель кратное 4 плюс 1 петля, как у меня вот здесь сделано, да? Вот здесь у меня плюс 1 петля. И вот здесь у меня это хорошо видно, я из одной петли вывязываю 3, вот я начала этот ряд, и заканчиваю этот ряд не раппортом, не 3 вместе, а тоже вывязываю 3 петли из одной вот. То есть получается, что здесь на одну петлю больше, чем вот нужно как бы для раппорта. Тогда вы получите симметричное изделие, и у вас будет в центре какая-то одна, вот она у меня, эта петля симметричная, да? То есть, соответственно, она является центром, и от нее отходит симметрично узор. Но единственное, что будет в этом
Ну, единственное, что хочу вас предупредить, в этом случае вы получите одну особенность. Это плавающее число петель в рядах. То есть у вас в одном ряду будет на 2 петли больше, а в следующих рядах на 2 петли меньше. И потом опять на 2 петли больше, на 2 петли меньше. Это будет сказываться на горловине, допустим. Здесь нужно не ошибиться, нужно убавлять и при этом не прибавлять петель, но зато даст симметрию, вот эту симметричную точку и узор, расходящийся по симметрии. Ну, надеюсь, я понятно объяснила. Надеюсь, что вам мои пояснения помогут связать какие-то свои шедевры. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, сохраняйте видео к себе в плейлист. Пока-пока!